Привет, друзья! С вами снова Стас Быков, и сегодня я бы хотел с вами обсудить одну из бизнес-идей. Это открытие своей веб-студии. Даже если вы еще никогда не задумывались открыть свою веб-студию, то я все равно рекомендую вам посмотреть данный видеоролик, потому что никто не знает, что будет завтра, послезавтра, через год, через два. Возможно, именно вы создадите лучшую веб-студию, которая будет приносить вам огромные деньги. Смотрите, я в этой теме уже с 2004 года начинал как фрилансер, потом у меня была своя веб-студия Colus Web. Далее я работал уже как индивидуально, то есть как на своем персональном бренде, я принимал заказы, но это все было в рамках веб-студии или как фриланса. Далее мы создали диджитал-агентство брендинг, и теперь мы развиваем это направление. То есть агентство, где аккумулируется очень много услуг. То есть это и создание сайтов, и продвижение в социальных сетях, настройка рекламы, съемка. И вот я хочу сказать, что не нужно сейчас ограничиваться одной услугой создания сайтов. Хотя она должна быть у вас основной, потому что из нее все вытекает. Как показывает практика и мой личный опыт, когда к вам приходят клиенты на разработку сайтов, далее вы просто их начинаете поддерживать. Им необходима настройка рекламы, им необходима съемка видео, им необходимо поддерживать сайт, наполнение контентом, а также продвижение сайта. То есть это основа, это ваш локомотив, услуга создания сайтов. Именно поэтому я вам рекомендую, если вы хоть немного интересуетесь данной темой, что-то начинаете разбирать, или ваша душа лежит именно к программированию, к верстке сайтам, к дизайну, то, конечно, рассмотрите это направление и начинайте в нем развиваться. Для того, чтобы открыть веб-студию или диджитал-агентство, сейчас в идеале, конечно, нужно несколько человек. Но можно начинать с одного, то есть вы сами себе, как фрилансер, как и веб-студия, вы сами себе хозяин. То есть вы можете быть там и руководителем, вы можете быть там и тем, кто разрабатывает сайты. Смотрите, как должно быть по уму. То есть в штате или удаленно вы можете держать данных сотрудников, смотря как вы с ними договоритесь. Понятно, что те, кто работает удаленно, они, как правило, работают сдельно. Но если вам получилось договориться с ними, что у них есть месячная оплата, то это очень хорошо. Но смотрите, чтобы риск того, что исполнитель может пропасть, у вас был минимальный. Лучше, конечно, чтобы он сначала приехал в офис и вы с ним пообщались. Смотрите, первое лицо, которое в идеальной структуре должно быть, это продажник. То есть человек, который классно продает. Потому что если человек технической наклонности, то он не сможет продавать. Как бы мы ни бились, вот сколько времени я работаю с людьми, да, и не получается из программиста сделать продажника, потому что это совершенно разные люди. Продажник любит общаться с людьми, он найдет выход и продаст даже тому клиенту, который даже не задумался, что ему это нужно. Именно поэтому я не рекомендую экономить именно на продажнике, потому что он принесет вам лиды, он их обрабатывает, и это потенциальные клиенты. Следующий специалист, который вам просто необходим, это программист. Именно он будет работать с кодом вашего сайта, соединять базы данных, создавать модули. То есть человек, у которого технический склад ума, и он любит сидеть, то есть постоянно ему нужно сидеть, у него должна быть усидчивость, и, конечно же, чтобы он разбирался во всех тонкостях, во всех технических частях разработки сайтов. Ему не нужно продавать, ему не нужно знать основ продаж. Именно поэтому все его усилия и все время будет направлено именно на изучение языков программирования. Когда программист создает сайт, обязательно должен быть какой-то сервер. И здесь есть несколько вариантов. Можно, например, держать сервер у себя в офисе. Но я крайне не рекомендую, потому что здесь есть риски. Когда, например, гаснет свет в офисе, сервер выключается. Естественно, все сайты становятся недоступны. А это будет очень большая проблема. Второй вариант — это арендовать сервер именно у хостинг-провайдеров. Это самый лучший вариант, по моему мнению. Например, смотрите, вы берете определенный тариф на хостинге у хостинг-провайдера за 5000 рублей в год, предположим. А у вас там находится 10 клиентов, которые платят там по 1000 рублей в год. То есть вы получаете 10 тысяч рублей
5000 вы платите хостеру, а 5 оставляете в компании как прибыль. Цены, конечно, примерные, то есть с клиентов можно брать гораздо больше 1000 рублей, то есть до 5, до 10 тысяч рублей в год. То есть 10 клиентов по 10 тысяч это 100 тысяч. Хостеру вы заплатили 5, 95 вам. То есть, да, таким способом выживают маленькие и средние компании. Друзья, я вам открываю глаза. Именно на этом можно хорошо зарабатывать. А тем более, когда вы веб-студия, вы можете договариваться с хостерами, возможно, какие-то индивидуальные условия вам будут. То есть, один из таких хостингов, с которыми мы работаем, который я всем своим друзьям рекомендую, это хостинг MacHost. Там сейчас по промокоду Стас Быков, то есть ссылка в описании, 3 месяца можно пользоваться бесплатно. Это отличный шанс. Открывать студию, попользоваться хостингом 3 месяца бесплатно и понять, получается у вас или нет. Пока не попробуешь, не получится. Данное условие действует, поэтому переходите и пользуйтесь. У меня с компанией договоренности, всем моим клиентам, моим подписчикам определенные условия. 3 месяца бесплатно, тариф Mac 10. Там можно до 5 сайтов клиентов разместить. Или 5 своих. Смотрите, если вы для своих проектов можете свои 5 сайтов там разместить. Хостинг стабильный и не будет вообще прерываний. То есть вы, когда установите метрики на каждый свой сайт, посмотрите аптайм, увидите, что он 99,9%, а в большинстве случаев он вообще 100%, потому что сайты реально не падают. Ну и, конечно, когда вы уверены в стабильности своих сайтов, сайтов клиентов, вы можете их спокойно разрабатывать. Ваши специалисты работают, и техподдержка ваша, кстати, их часто очень не бывает у веб-студий, их заменяет руководитель или контент-менеджер или маркетолог, им клиенты не будут звонить. А когда сайт падает, поверьте мне, идет шквал звонков. Это нервы, это отвлечение от основных задач. В общем, это проблемы. Поэтому выбирайте только качественные хостинги, ссылка в описании. Следующий человек это дизайнер, человек, который визуально представляет сайт. Именно визуальную внешнюю оболочку видят посетители, когда заходят на сайт. Именно поэтому очень важно, чтобы он продумал и сделал точно так, как это необходимо, чтобы юзабилити было продумано, чтобы управляемость сайта была удобна, и даже любой человек, который просто вот только попал на сайт, буквально 2 секунды на нем находится, он понимал, что это за сайт и что ему нужно здесь сделать, что от него хотят, как отправить заявку, почитать основную информацию, вообще, что это за компания и что она делает. Следующий специалист это верстальщик, который помогает дизайнеру, помогает программисту, и он находится как бы между них, и он насаживает вот этот дизайн на техническую часть, которую делает программист. То есть очень важно, чтобы этот человек был, и именно он общается с программистом, он общается с дизайнером. Следующий человек это маркетолог. Маркетолог смотрит, какая реклама лучше, какой баннер сделать. Он будет проводить альфа, бета тестирование именно при разработке сайтов. То есть в дальнейшем, когда вы подключите к сайту аналитику, он будет смотреть, куда переходит посетитель. Почему он сюда не кликает? Или наоборот, почему он сюда кликает? То есть он будет работать как раз над тем, чтобы на сайте повышалось удержание. А это очень важно в наше время. То есть поисковые системы смотрят, чем лучше юзабилити сайта, то есть его управляемость. И чем дольше посетитель находится на сайте, тем лучше. То есть именно этот сайт, все страницы данного сайта он будет продвигать в поисковой системе. Яндекс и Google самые топовые сейчас поисковые системы. Маркетолог смотрит, маркетолог общается с рекламодателями, он продает баннерные места. Также он заказывает рекламу, ведет переговор с 2GIS, то есть с различными справочниками. Это очень важно, потому что когда у вас есть веб-студия, вы должны оказывать услугу в комплексе. То есть вы вашему клиенту должны предоставить прайс, где будут все услуги. То есть вот услуга программирования, вот дизайн, вот настройка рекламы, вот юзабилити. То есть и это все должно в итоге выливаться в определенную сумму. Конечно, на этом еще не все. Следующий человек это контент-менеджер, человек, который работает с информацией, которую будет выгружать на сайт. Он делает тексты уникальными.
Он продумывает, какие картинки там использовать. Конечно, все должно быть уникально. И картинки, и текст. Видео здесь можно, конечно, брать с YouTube, например. Если вы создаете сами видео, это будет очень круто. Вы можете для компании создать уникальные эксклюзивные работы. Также можно брать какие-то тематические видео у других авторов. То есть здесь авторское право сохраняется. И этот человек, контент-менеджер, он смотрит, какой контент нужно разместить на данном сайте для того, чтобы продвигался сайт, для того, чтобы помочь его наполнить информативно. Конечно, контент-менеджер потом в связке с SEO-оптимизатором работает, то есть человеком, который продвигает сайт. Но есть и контент-менеджеры, которые разбираются в SEO-оптимизации во внутренней, и они, зная ядро сайта, наполняют его контентом, то есть информацией. Следующий человек — это менеджер проектов. Когда у вас в веб-студии есть несколько клиентов, конечно, всеми этими клиентами должен кто-то управлять. Когда очень много проектов идет в параллели, то специалисты, дизайнер, маркетолог, программист, они начинают путаться, они могут где-то затянуть, где-то быстрее выполнить, где-то вот реально затягивают. И человек вот этот, он должен контролировать все этапы создания сайтов или любого другого проекта или любой другой задачи, которую вы выполняете. Это незаменимый человек, который должен найти общий язык с программистами, ну со всеми специалистами, которые есть у вас в компании. Именно поэтому они очень хорошо ценятся. Конечно, работа у них стрессоустойчивая, и здесь нужны специальные люди, которые все-таки немного разбираются в дизайне, немного разбираются в рекламе, в программировании, немного что-то могут даже и продать. То есть это такой универсальный человек, который сможет поговорить, найти общий язык с каждым специалистом. Ну и, конечно же, он ускоряет процессы, которые идут в компании. Ну и последняя должность — это, конечно, руководитель, тот человек, который занимается бухгалтерией. Возможно, это, конечно, отдельный бухгалтер, но чаще я вижу, что руководитель сам занимается и бухгалтерией, там, и составляет отчеты, иногда выезжает. То есть все равно должен быть человек, который всем этим управляет. И это должно быть отдельное должностное лицо. Итак, смотрите, вот эти все перечисленные должности — это идеальная картина. Конечно, можно что-то улучшать, что-то убавлять. Но вот если есть вот эти люди, то ваша система по разработке сайтов, по настройке рекламы будет идеальна. Как показывает практика, большинство компаний, начинающих веб-студий или веб-студий, которые уже работают год, два, три, у них, конечно, не такое количество специалистов. Показывает практика мне, что у них есть руководитель, есть программист и есть дизайнер. То есть 3 человека, которые выполняют основную работу. Да, дизайнер заменяет там наполнение контента, программист может заменить настройку рекламы. То есть вот такие универсальные люди. Но все с этого начинают, поверьте мне, и я с этого начинал. Не надо думать, что вот я вот столько должностей перечислил, и теперь это вообще огромное количество людей, с которыми нужно как-то справиться. А еще же нужно платить аренду, если вы арендуете офис. А сколько человек, это сколько нужно компьютеров, это сколько нужно столов. Конечно, это все приходит со временем и с опытом, поэтому нужно начинать вот с одного. Вы фрилансер, да, сейчас? Или только задумываетесь этом, как вообще думаете зарабатывать в интернете? У вас есть свое место, есть свой компьютер. Просто найдите специалиста. Лучше, если это будет какой-то знакомый, то есть вы знаете его работы, то, что он добросовестный, и начните уже с ним работать. Далее у вас будет команда расти постепенно, но это будет только тогда, когда вы будете постоянно работать над развитием компании, вообще над развитием вашего проекта. Друзья, время все равно проходит, поэтому я вам рекомендую его тратить только на то, что принесет вам в дальнейшем счастье. А счастье нам принесут, конечно же, деньги, они принесут нам удовольствие, поэтому давайте вместе работать. И если сегодня информация вам показалась интересной, конечно же, влепите лайк и подписывайтесь на канал, кто первый раз меня видит. Я занимаюсь интернет-маркетингом с 2004 года, что-то в этом понимаю, очень много хочу вам рассказать. Увидимся в следующих видео. С вами был Стас Быков. Пока-пока.